Оп. Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены. Добро пожаловать на канал Дисти Леша. Сегодня 14 апреля 2020 года. И этот выпуск я посвящаю Италии. Сейчас творятся странные времена. Такого никогда не было. Коронавирус атаковал планету. И Италия сейчас, можно сказать, одна из самых пострадавших стран. Там самый большой процент погибших людей от этой эпидемии. Поэтому я хотел бы посвятить этот выпуск именно Италии. В этом выпуске я расскажу про граппу. Граппа – это виноградный дистиллят, который получают из виноградных выжимок. Граппой могут называть дистиллят, который получен только из итальянского виноградного сырья и произведенный только на территории Италии. Очень мало информации можно получить о самом процессе, но я хорошо покопал, поэтому расскажу вам поподробнее. Виноградный жмых называют по-английски pomace, во Франции называют его марк. Жмых, естественно, перегоняют уже переброженным. Процесс перегонки контролируется, и дистиллят, который получается, проверяется фискальной полицией, проверяется объем этого дистиллята, чтобы рассчитать акцизную пошлину. Налоговая полиция обязательно объем этот фиксирует, а также для того, чтобы избежать каких-то бодяг со спиртом, и это позволяет контролировать качество продукта. Из 100 литров виноградного сырья, винограда, получается 75 бутылок вина, 25 килограммов жмыха, который имеет градусность 3,5 градуса. И из 25 килограммов этого жмыха получается 3 бутылки виноградной чачи. То есть 100 килограмм винограда дает нам 3 бутылки виноградной чачи. Итак, я бы хотел приступить к предприятию, бутылка продукта которого у меня сейчас на столе. Я очень счастлив тому, что я первый представляю это предприятие. Это Нанина. Я не нашел выпусков от коллег по граппе Нанина. И очень рад, что я буду первый. Нанина – это семейное предприятие, 5 поколений уже трудится на этой дистиллерии. Год основания 1897. Нанина – это фамилия итальянская. Дистиллерия находится в регионе Фриули, Венеция, Джулия. Этот регион граничит на востоке со Словенией, на западе с регионом Венеция, и чуть западнее этого региона находится уже Ломбардия, которая начала страдать больше всего в Италии. Главный прорыв в производстве граппы и ее оккультуривание, так скажем, сделали семейная пара. Это Бенито Нанина и его супруга Джанолла, так скажем, которая не являлась Нанина, да, так сказать, понаехали. Вот. Но благодаря именно Джанолле эта граппа вышла в сегмент премиальных. Граппа являлась продуктом рабоче-крестьянского класса. Крестьяне собирали жмых, который выбрасывался после производства вина, и кустарным методом перегоняли его. Очень похоже на современный метод. Именно Джанолла пришла к необычному варианту дистилляции элитного сорта винограда Пиколит. Благодаря ей вообще произошел этот прорыв на рынке граппы, и многие узнали об этом продукте как о элегантном таком и более изысканном напитке. Велись эксперименты с жмыхом из односортового винограда. Дополнительно добавилась еще и благородная выдержка. 2 вида бочек сейчас используют в основном дистиллерии граппы. Это французский дуб и вишня. Давайте познакомимся с тем, что я купил. Купил я граппу Нанинья Фриулана. Это сигнатурный продукт, поскольку я это так понимаю, потому что название у граппы Фриулана, то есть граппа, которая является знаменем региона Фриули. Вот, пожалуйста, взгляните на коробку. На коробке на передней стороне изображена старый формат изготовления этой граппы, дистилляции на огне. Здесь выжимки, конечно же, подгорали в медных кубах, в аламбиках. Здесь аламбики такие красивые. Сейчас используется на предприятии Нанина, используют паровой метод.
в паровые чаны медные помещается жмых, прогоняется пар, который выбирает спирт из жмыха, поступает на медную колонну. Здесь есть такой элемент полудистилляции, то есть можно использовать сразу отбор, но он идет медленнее, его придется делать медленнее, потому что не будет колонны. Если колонна, ну, на колонне тоже настройка такая, что довольно медленный процесс, от 3 до 6 часов, и то есть очень тщательно отбираются головы, хвосты и сердце. Есть такой там интересный метод в трубах открывается пар, который идет от колонны, и по запаху определяется качество спиртов, которое идет по паропроводу, который идет далее на охладитель. Продолжим знакомство с коробкой. Здесь на передней, опять же, панели изображен символ предприятия Нанина. Это древний символ алкоголя средневековья. Не знаю, что он означает. Ничего не нашел по этому поводу. На другой стороне написано, что используется 100% artisanal метод, то есть кустарный метод производства паровым способом в городе Рончи де Перкотто. На другой стороне написано, что 4 декабря 2003 года президент Италии Карло Адзеглио Чампи наградил Джанолу и Бенито престижной премией Леонардо. И на задней стороне, здесь 43 градуса продукт, значит, рассказывается, что это элегантный, типичный продукт с оттенком травянистой трав и солодки, оттенком корочки хлеба, и предлагается пить его как чистым, так и в коктейле. И здесь предлагается один из вариантов коктейля. Коктейль Нанина Тоник, запатентованный. На их сайте есть много разных других вариантов коктейлей с другими продуктами линейки, в том числе с этим тоником. 30 мл граппа Нанине, 80 мл тоника, лимон и лед. На 5/6 стакана коктейльных добавляется лед, прибавляется граппа, добавляется тоник, выжимается лимон, украшается это все лимоном и веточкой розмарина. Итак, давайте приступим, откроем коробку. Такая вот красивая бутылочка. Такая красивая бутылочка. Ну, здесь написано граппа Нанина 43 градуса. Наклейка Simple. Я купил данную граппу в бутике, который у нас называется Барика. Это в Новой Москве. Кто хочет, может поискать. Импортер Simple. Simple у нас пишет интересную информацию, что здесь даже указывают сорта винограда. Это Траминер, Савиньон, Шардоне, Мальвазия, Вердуца и другие. Первые 3 пробовал, вторые 2 надо обязательно, наверное, попробовать. Больше из этих 3 первых мне нравится Траминер. Пробовал я его в исполнении от Планерского. Это крымский производитель. Очень мне понравился Траминер. Соответственно, как вы видите, это белый виноград, то есть выжимки привозились на завод не переброженные. На заводе эти выжимки помещались в ферментационные чины. В Нанину это моментально делают и производят брожение с дрожжами без доступа воздуха. При доступе кислорода в процессе брожения образуется много нежелательных веществ. Это метилаты, ацетаты. Давайте нальем. Я взял специальный стаканчик, специальный снифтер для граппы. Прикупил вот такой вот. Такая вот у нас граппа. Итак, давайте приступим к дегустации. Уже сейчас я чувствую эти самые корочки ржаного хлеба. Запах распространяется, такой элегантный. Запах очень приятный. Такая кислинка. Виноградные косточки. Кстати, виноградные косточки и веточки обязательно отделяются от жмыха, и жмых стараются перегонять только либо с соком и самим жмыхом. Такая сырость, подвальная сырость в запахе.
мокрая такая бумага вощеная. Есть что-то травянистое. Давайте попробуем. Ну, кто пробовал чачу, тот поймет, о чем я говорю. Здесь такая чача. И чувствуются какие-то сорта винограда, шардоне, пожалуй, наверное, лучше всего чувствуется. Чувствуется изюм. Вот сейчас чувствуется такой прям очень хороший, такой высушенный изюм. В послевкусии идет. Очень приятно. Но, в общем-то, это залповый алкоголь, я так бы его стал называть. То есть алкоголь для питья рюмками, ну, в принципе, как дижестив, наверное. Конкретно эту граппу я бы не стал использовать, но выдержанные варианты вполне возможно. Кстати, в линейке Nonina есть большое количество интересных продуктов, естественно, выдержанные варианты. Граппа, которая получена с брожением меда, хочется попробовать. Граппа, которая получена ферментацией фруктов, груша, там, слива, персик, яблоко. И, ну, естественно, выдержанные варианты, кюве, они пишут в названии. И самый выдержанный продукт – это 21-летняя граппа резерва. Надеюсь, что мне когда-нибудь выпадет шанс и честь попробовать эту граппу. Стоит она довольно прилично, в районе 39, что ли, тысяч. Вот эту граппу я купил, как я сказал, в бутике Барика. Она стоила 2700. После Нового года она стоила 2300, то есть цена значительно выросла. Надеюсь, цена вернется на прежний уровень вместе с курсом валюты. Граппа – это не чача, на мой взгляд, потому что граппа – это всегда ферментированный дрожжами жмых, а чача – это жмых, ферментированный естественным путем. В Грузии, возможно, делают и с дрожжами, но дополнительное отличие – это то, что жмых выдерживают и с косточками, и с гребешками, и могут добавлять приличное количество вина, какого-то такого непитьевого. Добавляют фрукты, сливу, также косточку сливы. То есть я бы сравнил чачу, назвал бы такой уличной красавицей, а граппу светской дамой, что ли, да. Но в принципе сейчас производители чачи в Грузии тоже стремятся к интеллигенциозности, что ли, этого напитка, да, какой-то более статусности, потому что тоже цена на нее растет, и есть производители, которые делают ее довольно неплохо. Мне лично нравится Милдиани. Надеюсь, что чачу мы тоже продегустируем в каком-нибудь из последующих наших выпусков. Цвет напитка бесцветный. Температура подачи в районе 12-16 градусов. Желательно слегка охладить граппу, то есть комнатной температуры будет немножечко не совсем приятно. Как дижестив ее использовать не стоит. Я называю такие дистилляты залповыми все-таки, то есть пьются под какую-то закуску, по 20, 30, 50 миллилитров, кому как угодно. Граппу я бы предложил закусывать фруктами. Вот я нарезал тут бананчик такой. И, в принципе, как и чачу, я бы, наверное, предложил ее закусывать какими-то горячими блюдами, мясными горячими блюдами, там, например, шашлык, там, не знаю, аджахури, что в Грузии делают, или еще что-то такое, да, хинкали. Ну, шашлык, наверное, в России самый подходящий вариант. Рыбой мне не понравилось вообще никакой закусывать, ни красный, ни белый, ни горячий, ни холодный, ни копченый, ни соленый. Рыба не подошла, рыба не зашла. Сыры тоже как-то, не знаю, мне не зашли. Виноград, в принципе, виноградом можно, но он небольшой, много не закусываешь. Давайте я попробую выпить. Надеюсь, вместе с вами, если у вас что-то есть на столе приятное и интеллигентное, давайте чокнемся.
бананчиком вполне неплохо. Опять я почувствовал все эти виноградные истории, жмых, косточки, изюм, чачу, вспомнил Грузию, прекрасный напиток. Пожалуй, Нанину я буду рекомендовать, и я отложу эту бутылку для того, чтобы сравнивать с другими граппами, которые продаются в наших магазинах. Это и по 600, там, по 700 рублей я видел какие-то перекрестки в ароматном мире. Обязательно отложу, если что-то буду покупать, потом вам буду рассказывать, каково это в сравнении. Но я так полагаю, что там какая-то водяра наверняка. Ну что ж, пора прощаться. Хочу попросить вас, чтобы вы пили только правильный алкоголь, пили умеренно, пейте дистилляты. И давайте общаться о правильном крепкаче в комментариях. Пишите свои мнения, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.